Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за ваше внимание, за вашу поддержку. Спасибо вам за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. За пределами света. Какая часть тебя ждет, чтобы ее заметили? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу после вашей сигнификации. И в конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, будет интересно, полезно. Советую досмотреть до конца. Пожалуйста, продолжайте присылать вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни и на которые хотели бы иметь ответы профессионального психолога. Я собираю их в тематические блоки, и на все ваши заданные вопросы вы обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Ты замечала, что иногда живешь как будто бы не совсем своей жизнью, да? Как будто бы не полностью ты живешь как будто ты правильная, вот есть ты правильная, да, а есть другая, которую ты не показываешь. С точки зрения психологии у каждой из нас есть теневая часть. Это не что-то плохое. Это все, что мы когда-то решили спрятать, чтобы быть любимыми, может быть удобными. Там может быть твоя злость, которую ты запретила себе выражать. Может, твоя сила, которая пугала других. Может быть, даже саму тебя она пугала. Твои желания, которые казались, слишком, да? Но вот что важно. Чем сильнее ты прячешь эту часть, тем сильнее она управляет тобой. Через усталость, через сомнения, через ощущение, что ты живешь не свою жизнь. Сегодня ты узнаешь, какая именно часть тебя сейчас в тени и что она пытается тебе сказать. Потому что твоя настоящая сила не в том, чтобы быть удобной, а в том, чтобы быть целостной. Ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, это вы у меня павлинчик такой? Дьявол, офигеть. Сейчас будем уточнять. Баланс. Токсично. Так. Павлин у нас тут вышел в первых рядах. Это вы у меня? Ваша сигнификация? Девочки, это тот случай, когда сейчас ваша. Давайте уточним. Дьявол и баланс. Арлекин. Ух ты. Смотрите, как вас показывают. Женщина, которой нужно себя выгуливать, показывать, как вам сказать, в обществе. У вас есть запрос. Красиво одеваться. Запрос может быть даже сейчас вот дьявол и баланс. Тут карта букет. Это больше о внешних данных. Вам бы сейчас хотелось, может, кому-то восстановить. Уж не знаю, там молодость, свежесть, упругость кожи, да, ладно. В принципе, как будто бы радость жизни вернуть, да. Опять-таки, хотелось бы быть женственной, привлекательной. Тут по дьяволу тоже. Это сексуальность. Но вы такая и есть сама по себе. Но вы говорите, тут такая тонкая грань, вы не хотите быть просто объектом сексуального там вожделения, да? Вы хотите, чтобы эти какие-то эмоции к вам были глубже по карте вот вода. То есть вам недостаточно просто, чтобы там мужчины там оборачивались вам вслед, там слюнки пускали, там еще что-нибудь, подмигивали вам. Как будто бы, да, это все прекрасно, замечательно, может где-то кому-то и повышает самооценку, но вы говорите, мне этого мало. Я хочу, чтобы меня видели, как бы дальше, более глубоко, интересовались моей личностью, может, моими какими-то мечтами, потребностями. Опять-таки, тут карта баланс, дьявол и павлин, это говорит о том, что
с одной стороны, да, вы хотите сейчас, может быть, да, вот там у кого-то весна сейчас, не знаю, когда вы смотрите это видео, как будто бы дать себе шанс расцвести, почувствовать стопроцентно себя женщиной, желанной, привлекательной, в первую очередь ради себя, вернуть себе вот эту, может, где-то как-то яркость восприятия жизни, вот тут краски жизни вернуть, вот многим такое, как пробудиться от какого-то, может быть, как сна или не очень легкого периода в вашей жизни, если он был, да, вот вам бы хотелось такой быть. У кого-то в жизни это в полной мере было, тут совой показана женщина темпераментная, страстная, и, судя по этим картам, вы как-то тут слишком раздавали свою энергию, может быть, как, знаете, сломя голову в какие-то отношения, как в омут с головой, тут без всяких тормозов. Но показано это и токсично, вас в это какой-то период времени, может, как накрыло, вы даже и осознанно не хотели себя останавливать, вот, хотели испытать все эти эмоции, чувства. Но постфактум сейчас, скорее всего, вы говорите, да, эмоций было много классных, да, я как будто бы жила на полную. А вот где-то вот я хотела бы вот такой же быть энергетически наполненной, вот такой, какой-то такой, жить опять как будто где-то своей жизнью, опять-таки же, да, проживать эти эмоции. Я благодарна, допустим, Вселенной за то, что мне дали испытать эти эмоции. Но вот эта вот какая-то токсичность, это, скорее всего, говорит о том, что уже вы начинаете где-то даже с опасочкой присматриваться к мужчинам, которые могут вам причинить боль, да, быть для вас токсичными разрушителями, да, такими, если можно сказать. Скорее всего, вы хотели бы ощущать себя, опять-таки, ну, наполненной, счастливой, может быть, купаться в этой какой-то там энергии привлекательности. Хотелось бы вам нравиться, но в первую очередь тут не кому-то, а самой себе. Вот это вот тут важно. Ну, по дьяволу, девочки, дьявол, павлин. Тут у меня идет такое ощущение, как будто бы женщина уже опытная, знает в своих достоинствах, знает, как подчеркнуть свои достоинства во внешности, в принципе, знает, чем, может быть, зацепить. Не обязательно тут мужчину, в принципе, внимание привлечь и удержать это внимание, это тоже очень важно. Карта баланс. Старайтесь все-таки не злоупотреблять, если тут вы видите, что там как-то вы сексуальны и как-то так мужчин маните, можете оказывать на них влияние. Карта баланс. Вы все-таки старайтесь уже не злоупотреблять, потому что уже знаете, что за все идет, наверное, расплата, и каждое действие идет последствия, да? Каждое действие несет эти последствия. Так, ну не знаю, почему-то вот первое мне вот это сочетание мне показали, это ваше сейчас желание вот жить этой полной яркой жизнью. Может, кому-то у кого-то как компенсация, какой-то период времени вы там были, может, в ограниченных каких-то то ли обстоятельствах, то ли в принципе ничего не хотелось, может, в каком-то таком упадническом состоянии были, то ли как выздоравливали после каких-то взаимоотношений, это тоже можно так прочесть. А сейчас я вижу, вот у вас как будто бы такое видение, вы говорите, ух, у меня такие были учителя классные, вот сейчас я буду себя любить, баловать, холить, лелеять, сейчас я себя буду ставить на первое место. Сейчас и свои потребности буду закрывать. Более того, свои какие-то тут мечты, которые отодвигала их реализацию. Вот сейчас я буду больше об этом. Тут нет вот парных каких-то карт. Тут, скорее всего, вот это сочетание все говорит о том, что вы задумались о том, что жизнь быстротечна и не стоит в этой жизни, опять-таки, отодвигать свои какие-то желания на потом, да, будто бы всю свою жизнь отодвигать на потом. А при этом, при всем, все-таки карта баланс мне говорит о том, что вы в здравом рассудке, и в принципе вы не хотите злоупотреблять также. Понятно,
тут карта слегка такие эгоистичные, да, но при этом это, как повторюсь, вы хотите просто добрать то, что вы, может, раньше упустили, или на что закрывали глаза, или то, как будто до чего вы никак не могли дойти, да, а сейчас, вот, говорите, пришло время, если не сейчас, то когда. Ну, в любом случае, я не вижу, чтобы тут как-то вы хотели это токсично за счет других. Возможно, вернуть свои ресурсы, которые вкладывали во взаимоотношения с кем-либо. Да, вот тут что-то такое. Вот это может быть. Вот такая у меня ваша сигнификация. Женственная, привлекательная, при этом не поверхностное какое-то такое мышление, а вы хотите, если людей к себе приближать, то это будут люди, которые действительно вам интересны. Не те люди, которым вы интересны, да, в первую очередь, я вам хочу сказать, а вам очень важно, чтобы рядышком с вами были люди, которые вам интересны, потому что такое ощущение, как будто бы вам еще мало кто интересен. Многие вам кажутся скучными. Ну, скучными, не особо интересными, и время даже не хотелось бы на них тратить, если можно так сказать. Но это сейчас, раньше было по-другому. Такая ваша сигнификация у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Первое. Какая часть в тени твоя? Эмоция или качество, которое ты подавляешь? Может, злость, чувствительность, амбиции, сексуальность. Так, мы смотрим, какая часть тебя ждет, чтобы ты ее заметила. И чтобы вообще ее заметили. Какая же часть в тени? Злость, чувствительность, амбиции, сексуальность. Что? Следующее смотрим. Почему ты ее спрятала? Какой опыт или установка заставили тебя отказаться от этой части? Может быть, правда какой-то болезненный опыт? Или, может быть, знаете, родовые программки, установки? Почему вы ее спрятали? Итак, как она влияет сейчас? Теневая часть, да? Где в жизни это проявляется? Отношения, деньги, самооценка. Твой скрытый ресурс. В чем сила этой части, если позволить ей проявиться? Действие ключ. Маленький, но конкретный шаг к принятию этой стороны себя уже сегодня. То есть не до понедельника ждем, не до Нового года, а вот прям сегодня. Маленький шажочек к принятию этой стороны себя. Прекрасной вашей стороны. Начинаем. Смотрим. Какая часть тебя ждет, чтобы ее заметили, да? И первое, какая-то часть в тени. Эмоция или качество, которое ты подавляешь. Злость, чувствительность, амбиции, сексуальность. Интересно. Перерождение. Взаимодействие и равнодушие. Ху-ху-ху. Злость, чувствительность, амбиции, сексуальность. Какая часть тебя? А что-то мне тут такое странное показывают, девочки. Для вас как своего рода инсайт, озарение было. Вот как видите, в макушку у вас шандарахнула молния. А то, что ваша, ну тут доброта, милосердие, ваше желание может прийти на помощь, может быть все понимать, прощать, давать шансы. По этой карте это вот женщина, вот посланник высших сил. Женщина, которая, ну не люблю это сочетание, но иногда бывает слишком доброй. Это вредит вам, девочки. Тут вот карта токсичность, вот это озарение к вам пришло, что ваше доброе отношение к людям, ко многим, многие воспринимают как слабость и тут же стараются влезть вам на голову.
на плечи, на голову, уж не знаю куда там, как будто бы вас проэксплуатировать, как использовать, вот по-другому не скажу. Как будто бы то хорошее в вас, светлое отношение к людям, люди опять могут это считывать, повторюсь, как проявление слабости. Поэтому, извините, некрасиво скажу, жаргонизм, да, пытаются из вас лоха сделать. Или лоха, или лоха, в общем, вы поняли. Как будто бы, она ж такая вот там, где-то не от мира сего. Ради бога, это ее выбор, да, вот. Глупо этим не воспользоваться. У кого-то даже так не вот идет. И тут озарение, тут как будто бы вы могли раз на эти грабли, второй раз наступить, а потом вы поняли, что это система. И как будто бы вы могли осознанно это, знаете, как протягиваешь человеку там ладонь, да, он мизинчик откусил тебе. Потом ты думаешь, да нет, я ошибся, да нет, я дам шанс этому человеку, хоп, и тебе ладонь откусил. Вы поняли, да, а потом всю руку. И вы тут такие, ага, значит, это я что-то делаю не совсем правильно. Значит, я, может быть, свои какие-то рамки, границы у меня не выстроены. Значит, я даю таким людям понять, что со мной так можно себя вести. Так вот я даже сейчас пытаюсь понять, тут у вас, скорее всего, уже этот какой-то процесс, он запущен, почему так показывают карты. И тут вот, скорее всего, даже у вас идет от обратного, карта перерождения. Вы как будто бы, уж повторюсь, уже запустили этот механизм. И механизм этот касается взаимодействия с людьми. Взаимодействие. Тут у кого-то, тут ножницы в виде мужской и женской фигурки, да. То есть и взаимодействие, вместе взаимодействуя, эти два лезвия образуют эти ножницы, и получается прекрасное какое-то взаимодействие. Это, скорее всего, история о том, что вы могли со своей стороны слишком много, знаете как, пытаться где-то заслужить любовь, быть хорошей, быть удобной, быть, как вам сказать, такой, знаете, женщина, не обязательно тут женщина, тут, вы же женщина, да, в плане не взаимоотношений мужчины и женщины, хотя у многих это и так проиграется, а тут в принципе, да, может, боялись сказать нет, там лишний раз кого-то обидеть, потерять, а в это время нужно было, может быть, задумываться, а они вас не боятся потерять, а они, эти люди, не боятся вас обидеть. То есть вы понимаете, да, вот тут так как будто бы, тут у вас уже этот процесс, повторюсь, третий раз, перерождения. Вот видите, из этого яйца вот рождается цыпленочек, новая жизнь, то есть новая вы. Вы по-другому уже смотрите на это взаимодействие. О чем тут? Тут о не совсем правильном распределении, как вам сказать, наверное, вложений эмоциональных, в принципе, энергетически, да, вот там временные ресурсы. Вы могли вот там опять-таки один объем этого всего вкладывать в взаимоотношения, а получали совсем другое. И где-то, может быть, на это закрывали глаза, где-то, может быть, все-таки ждали, что человек осознает, додумается, как будто постоянно с какой-то как протянутой рукой стояли. Но тут озарение, тут вполне возможно в вашу жизнь и пришел кто-то такой очень токсичненький, человек, который вам наглядно уже конкретно показал вам, насколько вы себя, может быть, обесценили. Вот мне так идет, девочки. Так вот, перерождение это у вас тут уже это случается, это все запущено. И тут карта взаимодействия, а дальше карта равнодушия. Скорее всего, вы сейчас в сторону отходите от каких-либо в принципе взаимодействий. Если взаимодействуете, то я не удивлюсь, если вы тут четко уже, так знаете, для себя определяете, а что мне с этого взаимодействия, а для чего мне это нужно. Если вы уже понимаете, что вам это не нужно, а вы тут скорее всего отойдете в сторону, карта равнодушия. Вы можете обдать ледяным холодом и как будто бы замечаете даже, что люди к вам уже стали по-другому относиться, лучше стали относиться, уважать вас стали. После того, когда вы тут свои эти рамки, границы наконец-то начали отстаивать или, по крайней мере, озвучивать ваше несогласие, быть типа удобной. То есть, другими словами, даже не знаю, какая часть в тени у вас находится, у вас происходит вот это вот рождение из этой тени, у вас
здорового эгоизма, где-то может быть даже, как вам сказать, принятие того, что я разрешаю себе быть равнодушной в отношении там каких-то людей. А почему я должна всегда быть вот такой вот милосердной? Почему я должна всегда прощать? Почему я должна понимать? Вот тут вот такое, как будто бы. А вы, может быть, длительное время в себе вот это даже не то, что даже не то, что гасили, а может быть, вы искренне думали, что вы вот, да я такая добрая, ну как и по-другому, как я откажу, как, а при этом могли свое время тратить там, которое на себя бы потратили бы или на близких, родных, а вы это где-то разбазаривали это все. Вот тут мне так идет, девочки. Ну что показали, то показали. То есть ваша часть, которая выходит из тени, она не находится сейчас в тени, она выходит. Это ваш здоровый эгоизм, это ваша, наверное, где-то любовь к самой себе, уважение к самой себе. Вот я так это вижу. Тут даже вы можете и, знаете, сами с собой даже и надо как бороться, не бороться, но говорить, да блин, да ну, может быть, действительно нужно там позвонить кому-то, проявиться, потом думаете, да я не хочу. Ну, если я не хочу, зачем? Зачем я опять буду себя ломать? Зачем я буду, ну, как будто бы, ну, где-то жертвить, где-то проживать не свой сценарий? Я не хочу, я хочу быть такой, какая я есть. И пусть меня воспринимают такой, какая я есть. У кого-то так даже. Так, почему же вы ее фактически прятали? Что вы прятали? Вы прятали это даже любовь к себе. Это где-то лишний раз уважение к самой себе получается, да? Как обесценивание было. Вот почему? Какой опыт или установка заставили вас отказаться от этой части себя? Так, новость, беременность. Так, в чем это? Ага. А знаете, у кого-то прям, может быть, с детства там родители говорили, помогай, если можешь помочь, помоги, рука помощи. Потому что, вот тут даже так, потому что когда, может, тебе плохо будет, тебе эти же люди придут и помогут, да, вот тут такое какое-то, знаете, чуть ли не установки какие-то, я не знаю, Советский Союз, не Советский Союз, мир, друг, дружба, жвачка, все люди, братья, тут вот такое как будто бы. И вы от этих установок в свое время вы кайфовали, пока делили, а вам так нравилось быть такой доброй, вы подпитывались, вы кайф получали, вот вы там кому-то помогаете, вы как расцветали от этого. Ну, такой парадокс в этом, тут даже не парадокс, а закономерность по факту того, что когда действительно вы там помогали людям, а когда не приведи Господи с вами что-то там случается там, и вам нужна помощь, скорее всего, те люди, которым вы помогали, могут отмораживаться, или у них всех своих дела срочно появляются, да, или вообще они пропадают с радаров. А вам вполне возможно помогали те люди, которым вы никогда не помогали и вообще и не думали к ним обращаться. Да, вот тут вот такое тоже могло проиграться. Насчет опыта не знаю, тут карта новости, беременность, неустойчивое положение. У кого-то тут прям мамы так могли внушать, я вам хочу сказать, что да, тут, ну, опять-таки, помогай, может быть, даже несмотря ни на что, вот свое время можешь тратить, да, не то, что можешь, а как-то априори так, ну а что, ну, тут как миссия твоя такая вот. Может, своим опытом, своим они, как вам сказать, ну да, опытом своей жизни показывали вам как пример, да, и вы брали пример и думали, а как по-другому. Опять-таки, почему отказались? У кого-то, знаете, еще вот, ну, как бы некрасиво, наверное, скажу, но тут карта беременности, это как рост еще, да, зарождение. Вам нужно было прожить вот тот опыт, который вы проживали, для того, чтобы осознать, вот, вы ценны, вы должны сами себя оценить. Если вы себя оценить не будете, кто будет вас ценить? Много таких людей, которые будут вас ценить. Тут что-то такое, вот, как будто бы вы должны были прожить этот период, где вы тут неустойчиво находитесь, тут в любой момент можете шандарахнуться для того, чтобы научиться
в этом социуме, в котором вы находитесь, разговаривать на языке этого социума и взаимодействовать с этими, соответственно, там, кто там окружение, ваши ближние или не ближние, рабочие, на их языке общаться. Вот когда ты начинаешь разговаривать на их языке и им той же монетой платить, может быть, также подтрунивать где-то, может быть, даже озвучивать то, что вы видите, что происходит, да, вот как будто бы вы только показали свои там, не знаю, там, зубки, когтики, все стало на свои места, вас приняли, как вы стали частью этой системы, схемы, если вам это нужно. Тут вот как-то так даже, девочки. А почему вы ее прятали? Ну, повторюсь, у многих-то опыт близких, родных, вот, пример, да, извините, пример перед глазами был. Вот так вот они себя проявляли, и, соответственно, и вы так, и вам было так это вложено, заложено. Как-то так. У кого-то тут вообще могли какие-то быть созависимые отношения, или у вас до этого, но, скорее всего, отношения, может быть, между мамой, папой, что-то такое, близкими, где, может быть, ощущение того, что женщина не центр вселенной, не сама по себе самодостаточная, как приложение к мужчине, как, может быть, красивое, но приложение. Может быть, вы даже, исходя из этого, у вас в голове не было мысли о том, что «а я сама по себе прекрасная, самодостаточная, уверенная, и мне все по плечу, я себе разрешаю и быть счастливой, и идти творить, и вытворять, и не бояться». Вот такое. Так. Как она влияет сейчас, теневая эта сторона ваша, где в жизни это проявляется? Отношения, деньги, самооценка, ну мы уже поняли, там больше самооценка, да? Так, верность, павлин, ага, друзья, болото, надежда, трудности. Ну где проявляется, как это проявляется? Опять-таки, обесценивание себя, да, но мы уже сейчас выяснили, у вас идет наоборот, сейчас вы стараетесь вернуть себе это. Может быть, даже ваши друзья, тут карта друзья, близкие ваши, родственники, тут пара все-таки семейная, тут вполне возможно, они даже подофигевают от ваших каких-то по павлину желаний. А я хочу себе, я хочу для себя, я хочу своей реализации. Может быть, даже там друзья привыкли всегда там вас, не знаю, там, что-то. Давай проведем время как-то там интересно, я не предлагаю там, ну, в их понимании интересно, а вы тут неожиданно для себя, ну, не то что для себя, для них скажете, да нет, мне это не интересно, хорошо, давай потом когда-нибудь созвонимся. То есть это все проявляется в ваших взаимоотношениях с кем-то, ну, тем, кто совсем рядышком с вами находится, какой-то мужчина, ваша семья, да, может быть, вот тут такое. С вашими друзьями может проявляться. При этом какое-то время могли, ну, не то, что там прям жертвить во взаимоотношениях, но, скажем так, где-то зачеркивать себя опять-таки. Не всегда не всегда говорить прям то, что вы хотели сказать. Может быть, где-то щадили даже чувства близких. И по факту это, может быть, даже приводит к тому, что вас привыкли такой всегда видеть. Ну, доброжелательная женщина, которая тут будет лишний раз, 1000 раз подумает, прежде чем там даже, может быть, правдой ранит. Скорее всего, тут вы уже в какой-то степени от этого устали. У кого-то и так. Угу. И еще тут какой нюанс, в чем это проявляется, я вам хочу сказать. Страх перед трудностями. Вполне возможно, вы, если сами занижаете свою самооценку, а как вы ее можете повысить, эту самооценку, конкретными каждый день шажочками, маленькими, но победами, хвалить себя за эти победы, замечать эти победы, замечать то, сколько вы в своей жизни делаете, в чем вы преуспеваете, за все мелочи вы должны себя хвалить. Тут вот как будто бы вот этот рост потихонечку, вы можете преодолеть эти все трудности, тут как будто бы вы сами себя лишаете этой уверенности, девочки.
Ну, в идеале, конечно, хорошо, если рядышком есть друзья, которые будут действительно замечать все ваши победы, будут также вас там, ну, не знаю, хвалить, поддерживать. Это вообще было бы здорово. Как-то так мне идет. Тут карта надежда и трудности, понимаете, вам как будто бы очень нужно, как всем нам, да, вот эта уверенность в завтрашнем дне, опора, но тут в первую очередь уверенность в самой себе. Очень важно, чтобы даже не кто-то вам сказал, да ты сможешь, да ты такая вообще умничка. Тут сами вы себе должны это сказать, и это правда так. Ты сумеешь преодолеть все эти трудности, которые, может, тебе кажутся там непреодолимыми. Сумеешь, у тебя огромный потенциал, ты все это сумеешь преодолеть, и это болото какое-то пройти. И не остаться в этом болоте. Болото тут своего рода как зона комфорта даже можно считать. Так, твой скрытый ресурс. В чем сила этой части, если позволить ей проявиться? Ух ты! Подсматриваем. Хамелеон. Женщина. Радость. Тень. Вот у нас тень вышла карта. Мужчина. Я вам хочу сказать, если вы в прямом смысле тут больше себе будете уделять времени, внимания, любить себя больше, ну, так как есть, так и говорю, вы не превратитесь тут в прям самовлюбленную какую-то эгоистку. Нет, это просто часть вашей тени. Вот тут, видите, вот как девочка стоит в этой рубашечке, она отбрасывает эту тень. Нужно, она ее мелками очерчивает для того, чтобы понять, принять ее. Я вам хочу сказать, тут и мужчины к вам подтянутся после этой трансформации вашей, после принятия себя, осознания, какая же я и почему я это в себе, ну почему я боюсь там как-то проявляться, может быть нет говорить, может быть все-таки ставлю потребности кого-то выше своих, там опять-таки, да, почему я отодвигаю свою жизнь на потом. Вам говорят, если ты вот это все примешь, во-первых, у тебя ты радость, тут карта радость, ты будешь кайфовать, вот кайфовать от самой себя, вот от каждого дня. Я думаю, многие уже тут в процессе, многие уже начинают вот меняться. Но говорят, и мужчины, другие мужчины подтянутся с другими, может быть, качествами, они с другой энергетикой, вы будете другая, и на вашу эту другую энергетику притягиваться будут совершенно другие мужчины, может быть, более здоровые, самодостаточные, мужчины, которым не нужно самоутверждаться, мужчины, которым не нужно играть в какие-то игры с вами, в прятки, да, манипулировать. Они увидят самодостаточную женщину, и смысл, смысл с вами там, ну, не знаю, может быть, соперничать, если они также будут самодостаточны. Ну, посмотрим, девочки. В любом случае, сила ваша, если позволите ей проявиться, тут вы можете быть абсолютно разной, вы можете проживать в разных ипостасях быть, да, вот тут множество этих женщин, и карта хамелеон, и у вас это есть, вот, может быть, даже вы смотрите там на какую-то женщину и думаете, вот ее жизнь так, судьба у нее так складывается, да, и вот она там раскрыла себя в чем-то одном, там, ну, в одном или не в одном, да, а я бы тоже хотела, может быть, реализовать себя так, как она, там, уже не знаю, как художник какой-то, да, ну, допустим, девочки, где-то там еще что-нибудь, у кого-то это карьера, у кого-то там заботливая мамочка, уже не знаю, бабушка, еще что-нибудь. Вам говорят, вам это все под силу. Ты, если вот примешь себя, будешь радоваться только той, какая ты есть. Опять кайфовать от себя. Ты сможешь прожить вот эти вот множество этих каких-то, ну, я не знаю, как это, в одном человеке, ну, у нас много, да, и заботливая там мамочка, или не очень заботливая, да, любовница, уже не знаю, там, архетип начальницы какой-то, еще что-нибудь. Говорят, вот ты, что ты хочешь, присмотрись более конкретно, кем бы ты хотела быть, ну, может быть, в моменте, да. Это все в тебе есть, ты можешь это все. Просто нужно быть искренней самой собой. Вот это вот, наверное, в первую очередь. То есть в чем сила? Сила в том, что вам будут открыты все дороги, если правда поверить в себя, дать себе добро на то, что разрешить себе быть счастливой, действовать, не бояться,
даже если бояться, то идти через этот страх, раскрывать свой потенциал. Вариантов множество, как вы можете реализоваться. Самое главное не останавливаться, да? И действие ключ. Маленький, но конкретный шаг к принятию этой стороны себя уже сегодня. Ух ты, какая карта. Мне она так нравится, эта карта. Смотрите, тут какая-то как морская неяда, да, не знаю, русалочка. Вот сидит, и тут она как будто бы карта вынашивания. Она в себе вынашивает вот эту жемчужинку прекрасную. Тут у кого-то это как новая жизнь. Новая жизнь не в плане там ребеночка, хотя может для кого-то это актуально. Скорее всего, это ваша новая жизнь, более качественная, счастливая, осознанная, принятие себя, восхищение собой. Вот это все сюда. То есть это то, о чем я говорила, девочки. Конкретные шаги, маленькие, к принятию себя, своей этой стороны уже сегодня. Осознавать, что я должна себя хвалить, я должна вот каждый день, там, я ложусь спать и замечать, что прекрасного в моей жизни произошло, какая я сегодня молодец, я сегодня там, и допустим, не знаю, какие-то там физические упражнения для поддержания здоровья, уж там, не знаю, приседаний сделали на 5 приседаний сегодня больше, чем вчера, там, или я уже не знаю, себе там выделила на 20 минут больше сегодня, вот, и посвятила себе там в плане, может, каких-то косметологических процедур, ухода за собой. Может быть, позволила себе роскошь какая, на полчасика больше посидеть в саду где-нибудь там, да, помедитировать, полюбоваться, уже не знаю, закатом, рассветом, деревьями, природой, восстановить свои силы. Позволила себе там, может быть, общение даже. Вот просто кайфанула с каким-то человеком, пообщалась, хотя у меня дома, ладно, не буду говорить, гора посуды немытой, да, вот. А вот я забила на это, и я кайфанула от общения, а потом эту гору посуды за 5 минут всю помыла. И если даже не помыла, ничего страшного, я себя прощаю. Вот тут, ну, я вас не призываю к тому, что понятно. Хотя, девочки, мне кажется, тут вас хоть призывай, хоть не призывай, у вас тут внутренние такие критики сидят и эти сами себя, как это, экзекуцией занимаются девочки. Инквизиторы внутри многих из нас сидят. Так, действие ключ. Белая ворона, зависть, дом, луна, гармония. Ух ты. Ну, опять маленькие шажочки, да, мы смотрим, но уже сегодня. Осознать, что вы по карте Белая Ворона не похожи ни на кого, соответственно, у вас и ваши победы будут не похожи на других, у вас и запросы не такие, как у других. Вот это самое главное. Осознать, тут надо как-то прислушаться, а что именно вас порадует. Допустим, вашу там, ну, знакомую, не говорю, подругу, может подругу и знакомую, может порадовать там, не знаю, повышение по карьерной лестнице, а для вас это вообще пустой звук, допустим. И не нужно вам тратить свое время на то, что, ну, вам не приносит радости, не наполняет. Лучше вовремя присмотреться действительно к тому, что от чего вы кайфуете, и в эту сторону делать шажочки. Вот это тоже очень важно. Осознать, вот, Белая Ворона, ну я же другая, и соответственно я буду кайфовать и радоваться от другого. Так, действие ключ, действие ключ. У кого-то тут я вам хочу сказать, вот что я вам призывала больше внимания себе уделять. Может быть, даже у кого-то это временно будет и в ущерб каким-то семейным делам. Если вы всегда ставили на первое место там вот свой образ там идеальной хозяюшки, идеальной заботливой мамочки, жены, у кого-то пора время отчасти отойти от этого образа, даже, может быть, пожертвовать этим образом, то есть выделить время, пускай сходите там к косметологу, проведите время, может быть, с какими-то интересными людьми, и на время делегируйте свои вот эти вот обязанности, может быть, своим даже близким, родным. Ничего страшного, ваш дом не рухнет от этого. Просто чтобы вы не сталкивались с такой ситуацией, что, знаете, вот вы в этом доме, в быту растворились, и вас ничего не радует, ничего не наполняет, ничего.
Да, зачем ждать с моря погоды, и кто вас должен наполнять и радовать? Вы сами себя должны. То есть вы сами должны присмотреться, вот, даже вот может быть какая-то тут карта зависть, у кого-то даже так. Вот подумайте, чему вы завидуете там, вот, если, ну если завидуете, да, может быть там кто-то из женщин живет более какой-то яркой жизнью, наполненной. Девочки, совсем не факт, что кто-то их жизнь наполняет, и их радует кто-то. Очень большой процент того, что эти женщины сами себя радуют, наполняют, сами, ну, не знаю, там, на какие-то концерты ходят, там, не знаю, галереи посещают, я уже не знаю, организовывают какие-то там встречи, движ какой-то своей жизни, вот они сами это организовывают. Ну, то есть нужно ждать милости там, от природы или от кого-либо. Вот я об этом. Так, делайте сами свою жизнь более яркой, наполненной, насыщенной, тогда и соответственно, тут многое само по себе рассосется, я вам хочу сказать. Негатив какой-то. Может, какие-то депрессивные настроения. Это сюда же по Луне и гармония. Я к тому, что не нужно себя там в 4 стенах закрывать, пытаться быть хорошей, заслужить эту любовь. Вы уже хорошая, и вы априори заслуживаете всего самого наилучшего. Да, тут как-то так. Все-таки поменьше растворяться в окружающих, а оставаться вот такой целостной, красивой жемчужиной. И помнить, что вы такая и есть, возвращаться к себе такой. Все, мой хороший. Вот такой у меня сегодня расклад получился. И правда, которую редко говорят, твоя теневая сторона – это не проблема. Это твой неиспользованный ресурс. Огромный ресурс, девочки. Психологически, когда ты перестанешь бороться с собой, начинаешь принимать даже неудобные части себя, возвращаешь себе энергию, которую ты годами тратила на подавление, на то, чтобы быть удобной. Ты не станешь слабее, если позволишь себе быть настоящей. Ты станешь свободной. И именно там, за пределами света, начинается твоя настоящая сила. Все, всего хорошего, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.